Приветствуем вас на канале Раиса Греченко, дача, сад, огород, цветы. И сегодня я отвечаю вопрос по поводу пасынков. Многие спрашивают, можно ли укоренять их, успеет ли укоренять. У некоторых только верхушки остались, срезайте их и укореняйте. Как это сделать правильно, для того, чтобы укоренились? Смотрите, очень важное правило для всех черенков. Надо вот баночка с водой. И вот должно быть 2-2,5 сантиметра. Для чего? Это правило всех черенков. Вот я их сюда в воду останавливаю. Посмотрите, этот упал. Сразу же видно, что этот череночек нам не подходит. Он слишком маленький. Вот. А эти череночки должны быть вот в воде. И чтобы поступал кислород. Они сейчас выпьют эту водичку, я это точно знаю, часть. И вот будет доступ кислорода. И когда вы будете видеть, что воды чуть-чуть остается, снова чуть-чуть дольете на 1 сантиметр. С помощью вот этого поступления воздуха начинается корнеобразование. Если же вы зальете столько воды, я проводила просто много примеров, не могла понять, почему у меня вот такие прекрасные, даже побольше череночки, пасынки, они не укоренялись, они начинали загнивать, потому что вот не было вот этого доступа воздуха для того, чтобы образовывались корешочки. Вот они начнут образовываться, да, вот смотрите, только при том, что в том случае, когда будет доступ воздуха. Ну, где-то вот палец это 2 сантиметра, чуть-чуть больше может быть. Вот, но не больше 3 сантиметров должно быть воды для того, чтобы пасынки укоренились. Даже если у вас не пасынки. Многие мне пишут о том, что плохая погода, остались только верхушки торчать. Срезайте верхушки таким образом, вот, чтобы был, вот, видите, чтобы не было каких-то других веточек. Срезайте верхушку, оставляйте то растение, если потеплеет, а идет уже волна тепла, после 23 числа у нас уже волна тепла будет. И может быть из тех там пазух, где пасынки остались, растения не выдергивайте. Давайте воздух, отводите воду. И у нас тоже на юге очень идут часто дожди, и уже неделю как задождило, такого никогда не было. Но вот влаги очень много. И что делать в таком случае? У вас есть пасынки, у вас есть верхушка. Верхушку и пасынки укореняйте. Да, вы не получите 4-5 гроздей, но вы получите хотя бы 1-2 грозди томатов, которые хотя бы чуть-чуть восполнят ваше питание, и вы сможете хотя бы чуть-чуть насладиться вкусом помидоров. Поэтому вот именно по пасынкам можно вот таким образом. Но еще это не все. Смотрите, я обязательно еще укрываю низ баночки. Можно ткань, можно вот отражающая вот такая фольга пищевая. Для чего это делается? Это я вам показала, как там происходит процесс. Снова же это как земля, получается в темноте, плюс воздух, плюс водичка, и начинается укоренение этих череночков. Я специально эти череночки, потому что это череночки, эти пасынки-череночки, оставлю, и дальше мы будем за ними наблюдать, и увидите, как это, что и дальше будет происходить с этими растениями, что мы сможем с ними сделать дальше. Не волнуйтесь. Сейчас вот такой момент, когда у вас есть какой-то выбор, то ли можно пасынки укоренить, то ли верхушки укоренить, пустить воздух вашим растениям, отвести воду, накрыть. Конечно, вы уже теперь понимаете, что нужно обязательно иметь теплицы. Дальше будет еще похуже с погодой. Нужно сейчас готовить теплицы. И, естественно, уход и тепло. И у вас нормально еще вот это все получится. Можно это еще сделать. И еще один момент. Если вы имеете много пасынков, а у ваших соседей ничего не осталось, поделитесь со своими соседями. Пусть, да, не просто так, хотя бы за 50 копеек, за гривню, за рубль. Даром нельзя, потому что вы теряете свою энергию своих растений. Верит кто-то в это или нет, но все взаимосвязано, все на энергиях в этом космосе и в этой реальности. И поделитесь со своими соседями, если они у вас просят. Если не просят, конечно же, не надо насилие тоже творить, что берите и садите. Кому надо,
Можно еще купить рассаду. На рынке есть рассада, специальные рынки, так что можно и это использовать. Ну что ж, мы ответили на ваш вопрос, что делать, как спасти растения и можно ли с помощью пасынков получить еще урожай. Можно, небольшой, но можно. И это можно сделать с помощью вот укоренения водички. Затем можно пересадить в горшочки или же сразу уже в землю, когда появятся маленькие корешочки. Мы прощаемся с вами на этой позитивной ноте. Всего вам самого доброго, до новых встреч в новых видео.